Добро пожаловать в новый влог. Меня зовут Ксюша, кто со мной еще не знаком. Это уже 18-й влог в этом году про мою семейную жизнь и материнство. Сейчас мы находимся в деревне у моих родителей. Мы приехали сюда на выходные. Это уже наш последний, наверное, вечер. Завтра мы поедем домой. Вот. И хочется немножко рассказать вам, как мы здесь живем, показать участок моей мамы, дом. Ну и конец влога, я думаю, мы снимем уже у нас дома, нашу рутину. Меня ждет пересадка баклажан, плюс я еще у мамы беру несколько перцев. Мне нужно будет для них сплести еще кашпо из ротанга и посадить это все у меня на участке в кашпо. В общем, думаю, влог будет интересный. Погнали. Теперь мы можем раскрасить маленькие серые машинки. У нас тут сосисочки жарятся. И ух ты, вау, как красиво лежит картошечка там, да, с беконом. У папы это целая лопата для печи. Ой, аккуратно. Ух ты. Готово, как считаете? У меня Даня что-то вообще не ест в деревне, вообще ничего не ест. Я вот только-только сегодня заставила что-то съесть. Он сейчас ест овсянку на ужин, то что больше ничего не ел. Вот вчера он еще съел сосиску в тесте, и все. Представляете, у нас сегодня здесь уже 3-й вечер, и за эти 3 вечера Даня просто, я не знаю, чем он питается, но он пьет молоко перед сном, перед дневным сном и перед ночным сном, и все. Не понимаю, вообще какое-то питание у ребенка вообще отвратительное. И самое главное, что как будто бы все хуже и хуже. И уже и панкейкам даже он не радуется, и вафлям. То есть если раньше ему там вафли и панкейки нравились, банановые панкейки, то сейчас иногда он может съесть суп, иногда он может съесть там, не знаю, омлет, например, или просто яичницу. И все. Не знаю, чем вообще кормить ребенка, как с ним справляться-то в этом вопросе. Ты все доел? Тебе помочь? Да? Докормить тебя? Да. Давай. Ты тут почти уже все съел. Загружаем пластик. Сделаю небольшой обзорчик огорода моей мамы. Они в прошлом году построили вот этот дом, поэтому здесь еще не все так обустроено, как хотелось бы, потому что в прошлом году была стройка, да, она и продолжается сейчас. Вот он дом одноэтажный. Сегодня построили батут. У мамы 2 теплицы, одна, и вот там стоит вторая. Здесь, по-моему, помидорчики всякие растут, не помню, перцы. Горошек вот здесь мама посадила для мальчиков. Опа! Курочки. У мамы курочки. В этом году не только курочки, а так у нее, вон они еще, смотрите. А так у нее еще и бройлеры были, и козы, и свинья. Это, не знаю, то ли малина, то ли ежевика. На малину как-то не знаю, не помню уже. Это тыква, по-моему. Тут тоже поле перцев. И здесь еще вот тоже. Не буду выходить сейчас. Здесь тоже вон там огород. Это тоже все, вот это мамина территория. Вот там вот это все их территория. Вот. И соседей здесь нет. То есть тут нет соседей. В общем, соседи только вот здесь с одной стороны есть. И все. Так, заходим в тепличку номер 1. Здесь, кажется, растут огурцы. Вот, но я закрою, не буду сюда заходить надолго. Вот здесь, вот смотрите, у мамы целая грядка гортензий. Она рассадила куст, и вот здесь вот ты, в общем, поставила у нее прям очень-очень много гортензий. Здесь крыжовник, черная смородина. Вот она уже даже плодится. У крыжовника тоже ягодки уже растут. Это теплица с помидорами. Давайте тоже сюда зайдем. Вот здесь прям вообще они вон какие уже большие. Вот разные, тут все подписано. Я, честно говоря, пока еще не разбираюсь в сортах. Вот уже цветут какие-то.
Красота. Ну и много всяких цветочков, наверное, тут у мамы посажены. Это еще один курятник. Здесь как раз бройлеры жили в прошлом году, но сейчас здесь никого нет. Зато здесь есть каштан вот такой красивый. И, в общем, там дальше уже идут цветочки, сад. Здесь уже огород заканчивается. Вот еще кусты смородины. Вот там еще кусты смородины. В общем, много. Это болеет, походу. Вот клубника здесь растет. И клубника еще растет там, за забором. У нас тут штрудель папа приготовил с мороженым. Кушаем. Сейчас чуть-чуть подстынет у меня. Да, чтобы он чуть. Улитка ползет. У нас тут Смотри, маленькая ящерка улиточка. живет. Ай, какая. Даня, потрогай ящерку. Ой! Маленькая совсем. Данюш, смотри, улитка. Нравится? Последний раз ее потрогай и пусть она бежит. Давай. Отпустим. Все, отпускаешь? Давай, Ой, отпускай. не сюда, тут ее задавят. Задавят. Пойдем на камни. Иди попроси братишку. Иди, посмотри, как. Посмотри, Тимочка будет. Данюш, это. иди к Даде. Посмотри. Дань, смотри, вот сюда ее отпусти. Накрени ее. Тазик накрени. Зачем ты в руки-то берешь? Все, чау-чау, ящерка. Ушла? Да. Какая? Чау-чау. Чао-чао. Всем привет! Мы уже в Москве. И сейчас я хочу протестировать. Вот такая у меня есть пудра белая. Для того, чтобы не блестело лицо. Сейчас, в общем, ее протестируем. Я ее купила еще зимой. Но так у меня не было возможности ее нормально распробовать. Сейчас мы ее посмотрим. Потому что на улице у нас жара. Вот. Мне пока нравится. По-моему, даже стало лучше. Как вы поняли по предыдущему видео, мы начали отучать Даню от соски. Уже поздно, на самом деле, Даня до сих пор соска. Это уже 2,4, это уже достаточно много. И пора бы это сделать. Вот я набралась силами. И сегодня она у нас немножко сломалась. Я не сторонница отучения от соски вот этими методами, что птичку украла, давай мышке отдадим. Вообще не понимаю, почему ребенок должен кому-то отдавать свою самую любимую вещь. Поэтому она у нас просто сломалась. И она точно так же ломалась у нас и с Тимой. И в целом, по-моему, насколько я помню, по-моему, отучение прошло Тимы в целом хорошо. Ну, если на меня посмотреть, лицо, конечно, еще блестит, но мне кажется, что было хуже. Что случилось? Ты прищемил палец себе? Нет? Я сегодня... Блин, не могу открыть морозилку, тут робот-пылесос катается. Ладно, сейчас попробую. Короче, я сегодня вместе с Даней делала мороженое. Сейчас покажу. Она стоит, смотрите, застывает. Сейчас приедем из магазина, нам сейчас надо съездить в Озон, забрать посылку и будем пробовать. Я не снимала рецепт для влога, но я снимала рецепт в клипах, так что когда выйдет этот влог, в клипах этот рецепт уже будет, так что уже переходите на всех площадках, где вы сейчас смотрите это видео, клип обязательно с рецептом детского мороженого, абсолютно без сахара, бюджетного, потому что я тут посмотрела, сколько стоит мороженое в магазине, девочки, я немножко прифигела от цен. Там около 200 рублей за стаканчик. А тут получилось где-то около 400, может быть, на 6 стаканчиков. Данюхи, кепка какая, видите ли? Панамка. Классная панамка. Пойдем киску искать. Кажется, что сегодня был просто очень длинный день, я так устала, и пока сейчас собираюсь сходить в душ и лечь спать, я решила вам рассказать, как прошел наш день без соски.
В общем, я, как уже говорила, что решила его отучать так же, как и Тиму. Отрезала немного соски. Когда Даня это увидел, у него просто, случилась истерика. Он плакал, он, конечно же, расстроился. Но я перефразировала всю эту историю тем, что он просто съел свою соску. Мы начали с ним смеяться, хихикать. Потом он начал одевать ее на палец. В общем, ситуация изменилась вообще совсем по-другому. Он начал совсем по-другому все это воспринимать. И вечером, когда мы уже пошли спать, я сделала ему молоко и взяла свою соску. Думаю, мало ли ему захочется что-то, кто знает. Он сказал, нет, не надо ее брать. Мы ее просто положили. Поднялись наверх, он попил молоко, попросил, чтобы я полежала с ним рядом. Я полежала с ним буквально 5 минут рядом. Все. Знаете, как будто бы он всегда спал без соски, он спокойно лег и просто заснул. Да, у нас сегодня был очень активный день, мы много гуляли, мы ездили там к врачу сегодня утром, мы ездили потом в магазин, но все равно это было так просто. В общем, ее надо теперь выкинуть, чтобы, спрятать пока, чтобы она ему не попадалась на глаза, он ее лишний раз не вспоминал. Но в целом, по-моему, все прошло просто потрясающе. А я сейчас иду в душ и спать, потому что ночь сегодня была очень тяжелая, Даня плохо спал, у него была небольшая температура, не знаю, может быть, зубы у него еще 2 зубов нет. И, может быть, он просто перегрелся немножко на солнышке, что вряд ли. Но такие мысли есть. Спал он сегодня очень плохо, так что я сейчас уже иду спать. Увидимся с вами завтра. Смотри, какие у мамы цветочки. Тебе нравится? Вау! Наконец-то мне сегодня удалось начать снова записывать влог. Просто какие-то, я не знаю, в общем, из-за того, что мы постоянно с Даней гуляем, весь день просто знаете, разбит по кусочкам, и я пытаюсь из этого дня что-то выхватывать, что-то хватать. Сегодня Саня взял Даню, они поехали к Сашиным родителям на дачу, она тут у нас совсем недалеко. Я, естественно, начала делать все дела, которые я не успеваю делать, это именно убираться. У нас такой бардак был дома. Я думаю, вы увидите мотивацию на уборку в следующем видео, наверное, после того, как этот влог выйдет. В следующее выйдет мотивация на уборку, как раз сегодня я убиралась. Я убиралась часа, наверное, 3. Не знаю, надо посмотреть по съемке. По времени я так устала, и я убрала только первый этаж. Я даже на втором просто, вообще я не была. Но зато я убрала прям максимально. Я убрала всю кухню, я убрала шкаф, я наконец-то разобрала в шкафу. Я не знаю, может быть, видели вы или не видели, у нас здесь здесь были просто коробки, мусор. В итоге сейчас здесь тоже стоит коробка, но эта коробка отсюда, ее сейчас надо туда положить. Здесь там всякие мои, материалы. Это все убрала. В общем, везде все разобрала. Зимние вещи я тоже наконец-то убрала. Все помыла. В ванной все помыла, в детской все помыла. На кухне. В общем, наконец-то... И, естественно, в этой тумбе я разобралась. Это просто там такое было. В общем, наконец-то я все это убрала. Это того стоило. А сейчас я варю свечки. Смотрите, у меня тут уже вторая партия. Я потихонечку топлю воск. Тут с вами болтаю, а мне на самом деле надо мешать воск побольше. И здесь у меня уже первая часть залилась. Это мы делали с Сашей. Это пивной, по-моему, стакан. Мы делали сами форму. А это винный стакан. Я потом заливала гипс. В общем, в клипах у меня в коротких видео, посмотрите, там это все есть, и про свечки тоже будет. Я не знала, сколько мне нужно рассчитать, какой у меня тут объем, потому что все здесь на глаз. И видите, этой свечки немножко не хватило, но я чуть-чуть, сейчас, долью. А здесь мне нравится, чуть-чуть осталось. И сейчас я тоже взяла воск и делаю вторую партию. Вон он уже топится. Смотрите, у меня есть термометр. Здесь 22, а надо мне до 70, 2 до 73
дотянуть. И потом дать воску отдохнуть. И вот он немножко отдохнет, и уже потом начинать заливку в форму. Интересно, знаете что? Я не знала этого раньше, что, оказывается, воск делится на два типа. Это контейнерный и, по-моему, формовой. В общем, контейнерный — это вот как у меня. Это когда мы заливаем какой-то вот типа контейнер, подсвечник или куда-то еще. И формовый или формовой, я не знаю, как правильно. Ай, сейчас упадет. Чуть не упала моя палочка. Это когда ты там заливаешь уже в силиконовый молд и уже из него вытаскиваешь, и формочка получается там в виде чего-то, например, свечка, точнее, получается в виде чего-то. Вот, и когда ты покупаешь воск, ты должен это учесть, да, и знать, как ты его будешь использовать. И я вот сейчас решила начать с контейнерного, залить в бутылки из-под вина. И хочу в следующий раз, уже сейчас, когда научусь немножко, пожгу свои свечки, вообще пойму какие-то свои ошибки, уже хочу сделать формовый воск. Мне очень нравятся овощи. Очень я прям обожаю овощи, свечки овощи. И это моя мечта, вот наделать всяких вот свечек овощей, подложить их как аксессуар, декор дома, так и сделать себе там, друзьям, для того, чтобы сжечь. Продавать я это не собираюсь, никакими такими рукастыми хобби и зарабатыванием денег я не планирую заниматься, так что все домой, все в дом. Вот у меня сейчас 29-30 уже температура. Вот, он растворился, я теперь стою, жду. А этот, смотрите, уже начал немножко застывать. В общем, я тоже, конечно, так поставила на кухню, не совсем удобно. Но вот надо, чтобы они так стояли 3 часа. 3-6 часов, и потом их можно будет перенести, и еще 48 часов надо, чтобы они отдохнули, и после этого можно сжечь. Ну, короче, я снова залила, мне снова на это вот не хватило, да и в целом хочется немножко подлить, побольше, чтобы было. И я снова в третий раз уже поставила воск, вот так на водяной банке, он у меня стоит. И вот, что я купила для воска, для свечей. Это вот он сам воск, видите, написано контейнерный воск. Потом я купила вот такие деревянные держатели, чтобы фитильки держал. И вот такой деревянный фитиль я купила. Обычного с нитками я еще не пробовала. Вот, сложу вот такой контейнер. И все это у меня вот здесь стоит для свечеварства. Я наконец-то легла. Время 4. Саня с Даней уехали примерно в 9. И я только закончила все дела. Вы представляете, насколько вот мне не хватает сил, времени, что, получается, весь день я сегодня посвятила тому, что там я давно хотела сделать. Да и то, я сделала абсолютно не все, что я хотела. У меня вообще там очень много всего. Вот. Сейчас поваляюсь, сижу, помонтирую видос. Видосы все, которые я сняла. Сегодня много видео сняла. Сейчас вот все их записала себе. Сейчас их смонтирую. И я хотела рассказать вам про соску. В общем, мой рассказ остановился на том, что он заснул в целом очень даже хорошо без соски. Но потом ночью начался такой ад. В общем, примерно 1,5 часа он плакал, вообще не переставая. Он кричал ням-ням, ням-ням. Я предлагала ему там сделать молоко, но он отказывался. Видимо, ням-ням, он во сне говорил про свою соску и просил ее. В общем, еле-еле он угомонился. Потом на следующий день он проснулся, про нее вспомнил, попросил ее, я как-то так, вывела его на другой разговор. Я говорю, ты же ее откусил, ты помнишь? Я говорю, тебе откусанную дать? Он такой, нет, откусанную мне не надо. Я говорю, все, нет больше ее. Он заснул на дневной сон, засыпал достаточно долго, заснул прям, поздно, позднее, чем обычно. Потом на ночной сон он тоже не быстро заснул, причем мы вообще гуляли, мы очень много ходили пешком, там чуть ли не 10 тысяч шагов прошли, ходили там у нас в деревню гулять на прудик, и я думала, что он просто вообще отрубится сразу же, но нет, он тоже долго засыпал, постоянно звал меня, просил, чтобы я с ним лежала. Я сейчас с ним лежу, и он пьет молоко из бутылки. Это моя следующая цель. Я думаю, что через месяц где-то я ее реализую. В конце июня, наверное. Вот все-таки ему нужен вот этот вот сосательный рефлекс, потому что когда я с ним лежу,
И вот в тот момент, когда он уже, видно, прям уже все засыпает, но вот не может заснуть, он прям берет бутылку, чуть-чуть попьет там какие-то остатки, которые у него остались, и все, его вырубает. Вот. И получается, вчера была 3-я ночь у нас без соски, и она прошла просто отлично. Он даже не просыпался ночью, он в целом хорошо заснул. И сейчас на даче Саня его уложил спать. Я не знаю, как ему это удалось, потому что Даня, как и Тима, у меня такие дети, которым, ну, им нужна рутина, они режимные дети, и они любят вот свое место, им сложно заснуть где-то в чужом месте. Обычно, когда мы, если Даню там где-то укладывали у родителей, то это была соска, это было проще, а сегодня Саша просто как будто бы сделал вообще невозможное, уложил его на даче, но придет сегодня, когда приедут, они расскажут, как ему это удалось. А я, в общем, пошла дальше валяться, у меня тут вообще так хорошо в кроватке, и пойду монтировать видео, в общем, клипчики надо выставлять, потому что сегодня уже время 4 часа, я еще ничего не выставила. Еще у него вот здесь тоже подарок, и еще вот он. В общем, будем все распаковывать, снимать клипчики. Потом это откроем. Пойдем Беговел открывать. Даня еще не видел эту посылку. Пойдем открывать Беговел. Пойдем? Ура! Вот, собрали мы Беговел. Данюха вообще счастлив. Я иду за тобой. Катается на Беговеле. Что он не захотел шлем надевать вообще с истериками. Это мне не нравится, но лучше он пусть на Беговеле катается без шлема, чем вот на этой машинке, потому что он уже так разгоняется на этой машинке, на маленькой. Она там, ну, без тормозов, без каких-то там впереди еще могут быть штучки такие для безопасности. Она просто может в общем перевернуться, поэтому ладно. Пошли без шлема на Беговеле.